Творческая судьба народной артистки России Ларисы Удовиченко, которой 29 апреля исполнилось 67 лет, сложилась очень успешно. Она сыграла более 130 ролей в кино, ее называют одной из самых востребованных, обаятельных и любимых в народе актрис. Ее героини на экранах выглядели самоуверенными, неунывающими, эксцентричными красавицами. А вот за кадром у актрисы было немало поводов для уныния. У нее были тысячи поклонников, но обрести личного счастья она так и не смогла, пережив предательство и окончательно разочаровавшись в мужчинах. Лариса Удовиченко родилась в Вене, где на тот момент служил военным врачом ее отец, а выросла в Одессе. Именно этот город она называла своим вторым местом рождения, так как там родилась как актриса. С самого детства у нее было два главных увлечения – гимнастика и театр, но любовь к искусству оказалась сильнее. Будущий кинорежиссер и сценарист Александр Панкратов-Белый считал ее самой красивой девушкой в Авгике и был искренне в нее влюблен. В душе он хранил надежду на то, что со временем она тоже проникнется к нему симпатией. Так и случилось. Александр и Лариса решили заключить брак. Все свои сбережения будущий супруг потратил на свадебное торжество в ресторане. Но уже спустя несколько дней после этого Удовиченко от него ушла. О своем студенческом браке актриса впоследствии предпочитала не вспоминать, а первым мужем называла режиссера Андрея Эшпая, за которого вышла замуж вскоре после развода. Однако семейная жизнь не сложилась. Супруг оказался слишком ревнивым. К тому же они оба не были готовы к решению бытовых проблем, и этот брак вскоре распался. Актриса признается, что в мужчинах ее всегда привлекали ум и талант, а все остальное оставалось второстепенным. Воплощением всех ценных для нее качеств ей показался ее новый знакомый. Они впервые встретились в модном бизнес-клубе, где подруга Удовиченко отмечала какое-то событие. Во время торжества места Геннадия и Ларисы оказались рядом. Они откровенно заинтересовались друг другом, и вечер пролетел для них совершенно незаметно, с шутками, танцами, интересной беседой двух увлеченных людей. Геннадий Болгарин был старше актрисы на 8 лет. Тогда он был женат на Ирине, с которой вместе воспитывали 13-летнего сына Максима. Но встреча с Ларисой Удовиченко не оставила мужчину равнодушным. Он поддался ее обаянию и стал периодически звонить своей новой знакомой. Она же под благовидными предлогами отказывалась от встреч. Мужчина ей явно нравился, но актриса не хотела вступать в отношения с женатым. В какой-то момент чувства одержали победу над разумом, и Лариса пригласила Геннадия в гости. В небольшой квартирке актрисы на Новом Арбате Болгарин оказался не один. На ужин была приглашена еще и Наталья Андрейченко. Но вскоре она покинула гостеприимный дом, и Геннадий остался наедине с красивой женщиной. С этого дня начался их роман. Во время кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте, в организации которого принимал участие Геннадий Болгарин, а Лариса Удовиченко была гостем, влюбленные почти не расставались. А в Москве их отношения развивались столь стремительно, что скрывать их уже было просто невозможно. Вскоре об увлечении Геннадия узнала его супруга, и развод, как не оттягивал его мужчина, оказался неизбежен. Впрочем, актриса наверняка была рада такому развитию событий. Она давно дала понять Геннадию, он для нее не просто развлечение. Она была готова к созданию семьи и даже иногда прямо говорила любимому человеку о том, что ему пора что-то решать. Болгарина останавливало только нежелание причинить боль сыну. Развод с женой мужчина переживал довольно болезненно, но Лариса старалась облегчить его страдания. Она искренне заботилась о нем, вкусно готовила, знакомила со своими многочисленными друзьями из мира кино и дарила всю свою нерастраченную любовь. Известная актриса оказалась удивительно домашней, рядом с ней всегда было тепло и уютно. Они с удовольствием устраивали своеобразные кулинарные вечера, когда Лариса пекла пироги и готовила самые невероятные блюда, а Геннадий почивал возлюбленную национальным грузинским блюдом чанахи. И они вели бесконечные разговоры обо всем на свете. Теперь она всегда появлялась в сопровождении любимого человека. В 1988 году появилась на свет их дочь Мария. Правда, актриса далеко не сразу призналась Геннадию в том, что ждет ребенка. Опасаясь его реакции, она сообщила о грядущем пополнении в семье, когда изменить уже было ничего нельзя. Уже после рождения дочери Геннадий официально развелся с женой и узаконил свои отношения с Ларисой. Лариса всегда много работала, поэтому большую часть хлопот по воспитанию Марии взял на себя Геннадий.
Впрочем, эти заботы были ему в радость, и упрекать в чем-либо жену ему и в голову не приходило. Однако, прошло всего 4 года после свадьбы, а в отношениях между супругами уже наметились серьезные проблемы. К слухам о любовницах мужа Удовиченко относилась болезненно, но оказалось, что это не самое страшное. Супруг часами просиживал в казино, пуская на ветер огромные деньги. Он задолжал баснословную сумму и был вынужден скрываться сначала в Грузии, потом на Кипре. В дом к Ларисе пришли бандиты. Они объяснили, какую сумму им должен ее муж, предупредив, что будут добиваться возврата денег любым способом. Она страшно перепугалась за дочь и увезла ее в Одессу. Актриса посчитала это предательством. Обманутая женщина дозвонилась до мужа и объяснила, что дома его никто не ждет. Она говорила: «Как бы мне ни было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу». После этого она долго не могла прийти в себя и признавалась, что ей было очень непросто наладить свою жизнь. С тех пор Удовиченко больше не выходила замуж, навсегда разочаровавшись в мужчинах. А на вопрос о том, считает ли она себя счастливым человеком, Удовиченко отвечает: «В профессии – да, в жизни – нет. Слава богу, профессия как-то компенсирует». Сегодня она не любит отвечать на вопросы о личной жизни. По этому поводу она говорит: «Да, я способна на жертву ради любви, но в первую очередь это касается моей дочери. Только любовь матери к ребенку истинная, а все остальное – это влюбленности, радости. Это уже не любовь».